Привет! Сегодня у нас обзор скетчбука. И Зин я снова не покажу, потому что он еще в печати. Спасибо майским праздникам за это. Сразу небольшое предупреждение. Мне мало чего нравится из этого скетчбука, поэтому местами будет болтовня на отдаленные темы. Если вам это не очень нравится, можете просто перематывать от разворота к развороту. Сначала я расскажу, как так получилось, что я заполняла эту несчастную тетрадку почти год. Потом уже посмотрим, что я там нарисовала. Итак, во-первых, я за это время сделала 3 проекта, если их можно так назвать. А именно Инктобер, свою серию с поцелуями и скетчбук Зин на 40 страниц. Все это у меня заняло где-то 4 месяца, и ясное дело, когда тебе нужно нарисовать столько всего, особо как-то не до скетчбуков. Во-вторых, мне хотелось использовать больше цвета, но эта бумага дружит только с карандашами, линерами и всем таким. Возможно, в будущем я просто закажу себе скетчбук для смешанных техник и посмотрим, что из этого выйдет. И в-третьих, где-то в конце прошлого лета я поняла, что мне полноценные картинки с фонами рисовать интереснее, чем скетчи. Но при этом я понимаю, что в идеале это все нужно чередовать. И что своему росту я, в принципе, обязана большому количеству заполненных скетчбуков, а не полноценным картинкам. Что касается наклеек, вот эти 3 и эта парочка с Московской конвенции в прошлом году. Китайские полупрозрачные кисы. Это подарок от подписчицы и от знакомой. И вот эти 2 наклейки от той самой Джемы, которую я упоминала в прошлом видео. Стандартное сердечко от подписчицы. Если кто не смотрел мои предыдущие обзоры где-то года 2 назад, подписчица одна отправила мне письмо с такими вот наклейками в виде сердечек с разными паттернами. И я взяла за мини-традицию вклеивать по одному в каждый свой скетчбук. Как видно, начала я все это дело в свой день рождения. Очень долго мучилась с ее лицом, но в итоге все более-менее устраивает, и особенно нравятся ее пальчики. Одежду пыталась придумывать сама, и вышло, такое. Пусть будет. Наверное, самый классный разворот в этом скетчбуке. Грибы я рисовала еще темперой, когда мне было не лень. Сейчас мне как-то влом все это открывать, выдавливать, делать мокрую палитру. Мне легче просто нарисовать, покрасить штуки гуашью. Но прикол в том, что гуашь нельзя использовать в скетчбуках, потому что она испачкает все и вся. А темпера, как видно, нигде никаких следов не оставляет. До сих пор хочется сделать из этого какие-нибудь наклейки. И, возможно, не знаю, когда у меня наберется, что печатать помимо этого, я все-таки сделаю даже чисто для себя. Потому что, реально классно вышло. Эти грибы я рисовала икеевскими маркерами. Там еще будет разворот с ними. Это был, по-моему, обмен. И наклейкой я закрыла, по-моему, голову, которая мне совершенно не нравилась. Еще одна киса из Китая. Так. Очень поздно посмотрела Ванпанчмена. Очень понравилось. Обязательно посмотрю 2-й сезон, если или когда он выйдет. Здесь, я не помню, я пересматривала или смотрела в первый раз Мистера Робота. Отважилась нарисовать несколько портретов, и все вышло, в принципе, неплохо, кроме разве что вот этого. Вообще, меня всегда очень берет гордость, когда что-то реально получается. А здесь получилось очень даже хорошо. Так что да, была очень рада. Здесь я просто не знала уже, что рисовать. Я заклеивала наклейками наклейки. Эти горшки я пыталась перерисовывать, не знаю, раза 3, наверное. В итоге просто успокоилась и оставила как есть.
Здесь я пыталась вспомнить, как выглядят мои персонажи. Этот не мой, это, по-моему, был обменный или заказ, я уже не помню. Что касается персонажей, вышел хорошо, наверное, только Наэль. Я уже давно думала, что выбритые виски как-то не очень ему подходят, и пора бы отрастить волосы. И такая прическа, мне кажется, просто идеально. А Тео и Лайм вышли так себе, не очень похожи. Хотя не то, чтобы это имело какое-то значение, потому что я все равно не рисую своих персонажей. Никогда не рисую. Это уже был конец лета или осень. Я посмотрела и прочитала «Оно». Если коротко, детишки в фильме уже намного лучше, чем в сериале 90-х, но местами у Пеннивайза слишком много CG. Я бы предпочла именно грим, а не спецэффекты. Плюс я совсем не понимаю, что люди нашли в пиринге Редди, то бишь Ричи и Эдди. Мне кажется, если человек прочитает книгу, то там сразу станет понятно, что единственная парочка там это Билл и Ричи. Мне кажется, в книге столько материала даже на Билла и Беверли или Беверли и Стэна не найдется, как на этих двоих. Так что если у вас есть время и желание, прочитайте книгу, она классная. Здесь я пыталась рисовать, как я представляю Стэна, Эдди и Беверли. Очень жалко, кстати, было, что она обрезала себе волосы. Я вообще не понимаю, в чем была проблема. В чем была проблема поносить парик весь фильм. По-моему, это уже стандартная практика для коротких волос. Ну и, собственно, еще больше Билла и Ричи. Мне очень нравится, как именно вот здесь вот получилось. Через какое-то время... Я их очень люблю, нарисовала при этом очень мало. И через какое-то время я попыталась нарисовать их снова, и вышло не так уж хорошо. И мне реально понадобилось время, чтобы вспомнить, а как я вообще их представляю, в принципе. И приучить руку рисовать их так, как я представляю. Вообще, не знаю, я вот постараюсь в ближайшее время рисовать их чаще, чтобы было что-то. Потому что, как оказалось, они не только мне нравятся. Надо и людей порадовать. Хотя бы чем-нибудь. Еще больше ребят. Здесь я, кстати, рисовала вообще без каких-либо рефов. И это видно по ногам. Господи, что это за ноги? Когда-нибудь я научусь рисовать ступни, но не сегодня. Здесь я пыталась записать видос с киевскими маркерами и рисовать без наброска. И вышло так себе. Сейчас, конечно, это уже не так плохо, но на тот момент я просто психанула, удалила видео и все. И не возвращалась к скетчбуку, наверное, месяца 2 потом. Уже позже добавила немножко пёсь, чтобы заполнить место. Вышли они так себе. В прошлом скетчбуке и те, которых я рисовала для своего зина, они намного лучше, чем эти. Тут, по сути, просто чтобы было. Лишь бы что-нибудь нарисовать. Как видно вот здесь и вот здесь, я сама совсем не умею рисовать лица в профиль и люблю обрезать людям затылки. И здесь, собственно, пыталась научиться, как рисовать правильно. Специально искала фото лысых людей на Пинтересте, и вышло, в принципе, очень даже неплохо. Но, думаю, мне понадобится еще несколько таких страниц, чтобы приучить себя рисовать правильно и помнить, что и за ухом есть довольно большая часть черепа, и не надо ее обрезать. Наклейки эти даже с блесками. С ледяное сердце. Здесь я вспомнила, что мне нравятся сиамские близнецы. Особенно учитывая тот факт, что я по братскому инцесту. Такое сочетание для меня просто идеально.
попыталась вспомнить, собственно, как я люблю их рисовать. Вышло так себе, я очень долго пыталась рисовать правильно речи здесь. В итоге снова просто успокоилась и забила. И вышел так себе, но вот это мне нравится. В принципе, вот поза у речи тоже клево вышло. Но это я рисовала по фото. Думаю, стоит упомянуть. Дальше с правой стороны будут заказы, несколько разворотов подряд. Если вдруг люди, которые заказывали, будут смотреть этот обзор, спасибо вам большое, что помогли мне заполнить скетчбук, подкинули копейку. После того, как я закончила рисовать штуки для Зина, я снова вспомнила, что рисовать танцующих людей — это очень весело, и заполняла место, собственно, танцующими людьми. Здесь цветочки, опять же, киевскими маркерами. Основной их плюс в том, что они не просвечивают вообще никак. Если ты, конечно, несколько раз не будешь проходиться по одному и тому же месту, их, в принципе, с другой стороны почти не видно. Это хорошо. Опять же, для Зина местами я рисовала всяких животных и собачек. И решила, почему нет. Нарисовала еще больше животных и собачек. Тут заказы, собственно. Заказы. Этого чувачка я нарисовала самым последним для Зина. Мне не понравилась маленькая картинка на одной из страниц, и я решила нарисовать что-то еще, чтобы ее перекрыть. Это какая-то фигурка, которую я нашла на Пинтересте. Они мне просто очень понравились. Я решила, почему бы не нарисовать. Еще больше танцующих людей. И очень важный скетч. До этого я упоминала, что мне очень приятно, когда выходит похоже, но при этом я всегда дико нервничаю рисовать реальных людей, потому что я хочу, чтобы вышло хорошо, а если выходит не очень, я люблю себя гнобить за это. Очень плохая привычка, и на самом деле нужно научиться рисовать, не боясь за финальный результат. Просто рисовать, как получится, и успокоиться. Задание на будущее. Я все еще жду, когда у меня закажут полноценный портрет с Фидом. Мечтать не вредно. Что-то надо объяснять. Эта страница самая ненавистная. Вот мошка. Летает мошка. У меня тут просто балкон недалеко. Там цветочки, от них куча мошек. Очень важная информация, да. Самая ненавистная страница во всем скетчбуке. Я знаю, что снимала видос с ней. Даже в процессе съемки она мне не нравилась. Потом я что только не пыталась сделать, чтобы как-то исправить ситуацию, но в итоге она мне все равно абсолютно не нравится. Не нравится. Все. Какая-то девочка с Пинтереста со слишком большими руками. И камушки абстрактные, маркерами нарисованные. Идем дальше. Из-за того, что на той странице я использовала акварель, бумага пошла волной, и я знала, что ничего адекватного на волнистой бумаге не нарисую, поэтому просто взяла отдельный листочек, нарисовала вот такую вот модную обувку, которая мне очень нравится. Особенно вот эти вот сандалии. Я бы сама не прочь такие поносить. Здесь опять же заказы. И я попыталась нарисовать Билла как в фильме. Вышло, в принципе, неплохо, и он больше похож на мальчика 11-12 лет, нежели тот вариант, который я рисовала до этого. Но мне свой вариант нравится больше, разумеется. И последний разворот. Всякие козочки-барашки, Элизабет из Monster High, рандомный стул, потому что почему нет? Очень старые наклейки, которые я нашла в конверте недавно, пока перебирала свою макулатуру. И еще больше танцующих людей. Один из немногих нормальных разворотов в этом скетчбуке. И еще чуть-чуть.
Снова попыталась нарисовать портрет Билла из тех же Monster High, и вышло так себе. На этом моменте я поняла, что не надо забивать на скетчбуке. Если будешь рисовать чаще, будет лучше получаться. А здесь, по сути, уровень, как и год назад. Ничего не изменилось. Всякие рыбки, морские коньки и игрушечные зайцы, просто чтобы заполнить место. И отложить, наконец, этот скетчбук. На этом все. Тут я уже ничего не рисовала. Фух, закончили. Надеюсь, обзор вам понравился. Буду стараться рисовать чаще и, собственно, делать обзоры почаще. Посмотрим, получится у меня или нет. До следующей недели, когда я, надеюсь, покажу, наконец, Зин. Давайте скрестим пальцы. Пока всем.